Приветствую на своем канале. Решил я сегодня поменять шаровую. Взял самую дешманскую. Сейчас не знаю, как закрепить телефон, чтобы было все видно. Сейчас, наверное, включу фонарь. Итак, все внимание на шаровую. Так, где она тут, блядь? То есть сюда смотрим. Сейчас я буду поднимать домкратом за болт шаровый. И будем наблюдать за процессом и слушать звуки. То есть все внимание вот на этот мусор. Сейчас попробую другой рукой держать. А то это что-то все. То есть все эти ошурки, вся эта грязь от подъема рычага начинает подпрыгивать, поскольку, как я и предполагал, а это уже третий случай в моей практике, когда шаровые издают такие пидорские звуки, блядь. То есть такие резинометаллические, блядь, какие-то скрежеты и вот такие вот как бы микроудары, что ли. То есть сама как бы шаровая заставляет мусор на ней прыгать. Блядь, никак в арку не подлезу. Поэтому, кто бы что ни говорил, а шаровые не только стучат, они еще и вот так вот щелкают, блядь. Ну и как бы еще скрипят. Такой резиновый звук бывает, когда протирается сам вот этот пластик, или как он там называется, блядь. Вот это вот пластиковые вкладыши, то есть железо по железу, блядь, дает такой же звук, как изношенный соленблок, например, стабилизатора или же рычага. То есть, блядь, ты думаешь, что у тебя с соленблоком пизда, нахуй. Ну, а на самом деле у тебя шаровая, блядь, скрипит. Ну и щелкает, как в моем случае, блядь. То есть, заебало, блядь, если честно. Поэтому взял я сегодня Белмак, такой питерский, блядь, тоже нахуй. Контора так ни о чем, блядь, ну, чтобы проверить свою теорию. То есть, на мой взгляд, сейчас какая-то шляпушная шаровая будет в езде более комфортно, чем вот это вот, блядь, щелкающая, нахуй. Так, ладно, сейчас я тут все сниму. Я хотел как бы подложить деревяшку, потом подсунуть под болт домкрат, чтобы подвеска была в напряге, ну и потом уже пиздануть по цапфе рычага, чтобы шар у меня как бы выскочил из конуса. Ну, то есть видим, что шаровая, она как бы не гнилая, но она сухая. То есть вся вот эта вот смазка, она как пластилин. Поэтому ставим новую. Но перед тем, как поставить новую, не забываем зачищать все щеткой и вот так вот какой-нибудь тряпочкой пройтись сам конус. То есть двумя руками туда, сюда, блядь, волтузим какую-то ветошь. Так, ладно, ставим Белмак. В принципе, я на Логан ставил такую контору, такой средней паршивости, но ранее я на 2114 ставил шаровые и рулевые наконечники только фирмы Forward. Это МИАС, Челябинск вроде бы. Здесь какая-то голограмма.
грамма с каким-то номером 464. У меня на 2107 раньше такой номер был. То есть ставил я все время шаровые наконечники форвард МИАС. То есть шаровые 2 года по бездорожью, а рулевые наконечники год-полтора. То есть ездишь и ни в чем себе не отказываешь. Ну, эту шару я взял сегодня за 420 рублей, чтобы проверить, щелкает это шаровая или нет. Ну, я думаю, что результат как бы очевиден. Кстати, вот здесь вот, не знаю, видно, нет. То есть вот здесь вот как бы хром идет, а здесь вот такой поясок, какая-то каемочка идет. Тут более темный хром, то есть он как будто какой-то термической обработке поддавался. Ну, возможно, просто горелая. То есть, когда машина холодная, никуда не едешь. Ну, буквально там километров 5-10 проехал, все, блядь, начинаются какие-то трески, писки, визги, блядь. Так, ладно, ставим вот это вот говно и проверяем, будет щелкать или нет. Ну, я думаю, что 99,9%, что будет все тихо. Кстати, здесь вот такая пидорская конструкция на миасовских шаровых с красной спортивной машинкой. Сейчас у меня такой коробочки нет показать. То есть там были как бы человеческие шаровые с пыльниками на как бы такое колечко, ну, как стопорочек. То есть не на такой вот говне, блядь. Какой-то советских времен разработки. Не знаю, кто такую хуйню придумал, блядь. Непонятно. То есть там все было по-человечески сделано, и как бы качество цене соответствовало. Кстати, на Логан они тоже делают шаровые, но если китайская шаровая на Логан стоит 800, то форвард стоит 1500. Вот это непонятно, что такое, блядь. Какая-то хуйня. Пластик, что ли, блядь. То есть, наверное, вот эту вот, через эту дырку закачивают вот эти вот сухари, блядь. Ну, то есть, какая-то, блядь, не технология, а шляпа, блядь. То есть, на Форде были вот эти вот штуки прямые, они такие вот полосы. В продаже как бы нет. Не могу найти. Ну, и как бы продавцы сказали, что их очень давно нет. Из-за какой-то логистики, хуистики, блядь. Ну, то есть, не знаю, по какой причине их перестали возить или же вообще производство прикрыли. Так, ладно, ставим все назад. Итак, спустя минут 5 подставляем для проверки домкрат. Где тут шарит у нас? Все, вылез на всю балду. Но по этой шаровой хочу сказать, что она, еще раз повторю, она не ржавая, она не люфтит от слова совсем. То есть ее, блядь, ну, ее выгнуть просто нереально. То есть она как, блядь, устала, сука, ее только, блядь, трубой, нахуй, вот этой вот волшебной, от которой я в свое время от лохов отбивался. То есть, не знаю по какой причине, иногда клинит шаровые, возможно, какой-то брак. То есть они ни хера не люфтят спустя, можно сказать, годы эксплуатации. Они просто вот так вот, блядь, как бы их подклинивает. То есть, то ли их там зажимает, то ли еще что-то. Не могу рассказать. Кстати, вот здесь вот тоже такая же хуйня. Пластику, я так подозреваю, как и на той новой. Ну, то есть не форвардится ни хера, блядь, ни разу. То есть она не была в какой-то воде. Смазка высохла. Ну и вот эти вот сухари начали клинить металлический шар. Отсюда и появлялись такие пидорские звуки. Ну, какие звуки были, я как бы оставлю ссылку на видео в закрепленном комментарии. То есть снимал я его, наверное, 2 дня,
2-3 дня назад. То есть на видео там хорошо слышно, какие скрипы издает шерве, когда клинит. Поэтому, если у вас возникла такая же проблема, проверьте свою шерву. А если у вас была такая же ситуация, напишите об этом в комментарии. А я на этом видео заканчиваю. Всем пока.